Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о вишне. У многих на даче или на загородном участке, а у некоторых и просто за окном растут вишни. Ну а те, у кого их нет, наверняка покупали их на рынке или в маркете. К сожалению, сезон созревания у вишни довольно короткий, поэтому лакомиться ей можно далеко не круглый год. Но смекалистые маркеты продают свежемороженую вишню, а еще более смекалистые бабушки, а у кого-то и мамы, готовят просто божественное вишневое варенье летом, чтобы домочадцы насладились им зимой. Но что может быть вкуснее, чем эти плоды? Сочные, спелые, темно-красные, налитые соком. Да и цветут вишневые деревья весной просто восхитительно, усеивая все вокруг молочно-белыми лепестками. Так давайте узнаем сегодня побольше информации об этом восхитительном дереве. Ее латинское название вискум в переводе означает птичий клей. Возможно, вы видели на вишне сок на коре, который при застывании похож на клей. Почему птичий? Возможно, кто-то понаблюдательней видел, как птицы вишневой смолой что-то клеят, но это не точно. Всего в мире насчитывается около 60 видов вишен. Обычная вишня, произрастающая в средней полосе России, по-научному называется вишня кислая, даже если на самом деле она совсем не кислая. Всеми любимая черешня, колокольчатая вишня, вишня горькая, вишня кустарниковая или степная, вишня мелкопильчатая, и она же сакура, лавра вишня, а в России многие знают такое дерево, как черемуха. Кто бы мог подумать, но это тоже вид вишни, хотя все эти виды относятся к подроду слив. Археологические находки свидетельствуют, что вишня была известна нашим предкам еще около 10 тысяч лет назад, и они употребляли ее в пищу. Традиционно родиной вишни считают территорию Древней Персии, современный Иран, но исторические свидетельства гласят, что она произрастала и в районе Кавказа, а Википедия склоняется к версии о небольшом городке Керасунда, находившейся между Фарнакией и Трапезундом, а это на секундочку нынешняя Турция, который прославился вишнями. Именно там их первыми встретили римляне, дав название керасунских плодов. Википедия наше все, так что ее версия тоже занимает не последнее место в списке. Цвет коры вишни буроватый, листья у деревьев небольшие, ярко-зеленого цвета, корневая система у вишни горизонтальная, а крона имеет шаровидную форму. Цветы на вишневых деревьях распускаются раньше, чем листья, что в свою очередь ввело в заблуждение англичан. Когда власти Великобритании обратились к жителям страны помочь произвести перепись всех вишневых деревьев, почему бы и нет, то выяснили удивительный факт. Люди путают вишни не только со сливами, но и с яблонями, особенно тогда, когда деревья еще не покрыты спелыми плодами, а только цветут. Но, дорогие подписчики, я думаю, вы не запутаетесь и всегда отличите сливу от вишни, а тем более от яблони. Обычно вишни — это небольшие деревья, но некоторые из них живут по несколько столетий и могут достигать внушительной высоты. Например, в той же Англии есть вишневое дерево высотой 13 метров и возрастом более 150 лет. Вишневое дерево очень морозостойко. Оно произрастает в дикой природе, даже в Гималаях. На территории современной России вишня впервые появилась лишь в середине 14 века, но очень быстро наравне с яблоней обрела статус культового дерева. Когда Юрий Долгорукий заложил Москву, вишня была единственным плодовым деревом, которое в то время произрастало в этих краях. Черешня, напротив, любит тепло и солнце. Она растет в южных странах, встречается в том числе и на юге России. Одно из главных отличий вишни от черешни – это ягоды. У вишни плоды красноватого цвета, они очень сочные и с кислинкой на вкус. Плоды черешни сладкие и плотные, могут быть разного цвета, от красного до желтого. Англичане вишню называют черри, а черешню sweet cherry – сладкая вишня. И кто бы с этим не согласился. Строго говоря, черешня и вишня являются одним и тем же растением, просто климат, в котором растет дерево, имеет весомое значение. Особенно крупные спелые плоды вырастают только при наличии достаточного количества тепла и влаги. Самые крупные плоды вишни могут в спелом состоянии достигать 2 см в диаметре. Турция занимает первое в мире место по объему производства вишни. На втором и третьем местах, соответственно, находятся США и Иран. Мало того, что вишня вкусная, она еще и мега полезная. В 16 веке в Германии был издан справочник лекарственных растений, в котором вишне была посвящена целая глава. Людям, которым не спится, можно рекомендовать съедать горсть вишен перед сном или выпивать 100 граммов вишневого сока. За счет содержащегося в вишнях мелатонина сон действительно становится более спокойным. Вишня – это растение, содержащее большое количество кумаринов, веществ в небольших количествах, весьма благотворно влияющих на кроветворение и улучшающих свертываемость крови. Поэтому
Поэтому вишня особенно полезна тем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов и имеет риск повышенного тромбообразования. Ученые обнаружили, что в вишне содержатся вещества, аналогичные аспиринам по действию. При этом одну таблетку аспирина заменяют всего 20 вишен. В отличие от таблетки, вишня не имеет побочных действий. А еще в вишне огромное количество фитонцидов, являющимися, со слов современных врачей, природными средствами, останавливающими размножение вирусов и бактерий. Поэтому хорошие хозяйки добавляют вишневые листья в соленье. Они предотвращают брожение и дольше хранятся. Много в вишнях витаминов группы В, которые обеспечивают красоту кожи, ногтей и волос. Витамин А, которым вишня тоже богата, положительно влияет на зрение, а витамин С повышает иммунитет и длительно сохраняет молодость. Поэтому древние красотки в сезон предпочитали вишню всем другим ягодам. Современные красавицы не только едят вишню, но и делают из нее различные маски, добиваясь эффекта молодости и свежести. Одна из народных примет утверждала, что беременные женщины, которые едят вишню, рожают здоровых детей. Это можно объяснить тем, что вишня за счет большого количества железа профилактировала развитие анемии, которым так подвержены будущие мамы, а лекарств от анемии тогда не было. В фармацевтической индустрии вишневый сироп широко используется, чтобы придать лекарствам более приятный вкус. Традиционно многие десерты принято украшать именно вишенкой. Многим детям нравится розовая сладкая вишенка, украшающая торты. Это так называемая мороскиновая вишня. Интересно, что это натуральная вишня, которая сначала обесцвечивается, затем насыщается кукурузным сиропом, а после ей придают цвет розовым красителем. А в Белоруссии, в городе Глубокое, установили памятник вишне. Там же проводится ежегодный фестиваль, посвященный этим плодам. А в США 20 февраля отмечается National Cherry Pie Day, национальный день вишневого пирога. Кстати, согласно статистике, на одном дереве, если брать усредненно, вырастает 7000 вишен каждый год, а на один традиционный вишневый пирог требуется 250 вишен. Возникает вопрос, сколько пирогов получится из вишен с одного дерева? Я думаю, около 30, а вы можете сделать сколько угодно. Кстати, есть и несъедобные вишни. Самой известной разновидностью несъедобной вишни является знаменитая японская сакура. Картинки с ее цветущими ветками украшают многие квартиры не только японцев. Почему же сакура так популярна в Японии, если ее нельзя есть? Оказывается, японцы издревле верили, что обильный цвет сакуры предвещает обильный урожай риса. А есть удивительная вишня, войлочная, небольшое дерево, достигающее высоту всего лишь 1,5 метра. Весной сплошь покрывается белой пеной цветов, которые к июлю превращаются в ягоды около сантиметра в диаметре, которые так плотно сидят на ветках, что напоминают облепиху. Это чудо-вишня растет в естественных условиях даже в Хабаровске, а если вдруг она вымерзнет, то отрастает от корня и дает первую ягоду уже спустя 2-3 года. Но не переусердствуйте со свежевыжатым вишневым соком, он очень концентрирован и в нем очень много кислоты, поэтому употреблять ее рекомендуется в разбавленном водой виде. Да и косточки с семенами вишни не ешьте, хотя это вряд ли придет кому-нибудь в голову, тем более в больших количествах, так как ими можно отравиться. Все потому, что в вишневых косточках содержится гликозид амигдалин, который, попадая в желудок, под действием желудочного сока образует сильный яд – синильную кислоту. Так что, дорогие подписчики, налегаем на сочные плоды, а косточки в сад для произрастания новых вишен. А на этом все. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.